Пожалуй, самое недоступное для туристов место древнего Иерусалима – его колоритный армянский квартал, самый маленький из 4 основных частей города. Сегодня наконец-то сбылась давняя мечта, и я увидела это необычное место. Армянский квартал имеет собственные огражденные границы, отделяющие его от других кварталов старого города. Это не только самый небольшой по территории район Иерусалима, но и самый малонаселенный. Армянская община Иерусалима считается одной из самых древних христианских общин города. Многие ошибочно полагают, что весь армянский квартал скрыт за мощными стенами. Это не совсем так. Часть квартала открыта. В частности, дорога армянского патриарха, которая идет от Явских ворот к Сионским, вдоль западной стены старого города. Армянский монастырь Святого Спасителя расположен на горе Сион. Через массивные ворота открывается путь во внутреннее монастырское пространство. Во дворе монастыря находятся могилы армянских патриархов. Они украшены белыми надгробиями овальной формы с надписями о деяниях усопших. Здесь удостаивались быть погребенными только самые почитаемые отцы церкви. В XX веке монастырь пережил период запустения. После событий 1948 года территория оказалась практически заброшенной. А после шестидневной войны в 1967 году армянская община вернулась к восстановлению комплекса. В армянском квартале старого города Иерусалима находится монастырь святых архангелов. Согласно преданию, во времена Иисуса Христа здесь располагался дом первосвященника Анны. После ареста Иисуса привели в этот дом. Во дворе его привязали к оливковому дереву. Считается, что дерево было мертвым, но позднее чудесным образом вновь расцвело. Во время допроса один из служителей ударил Спасителя. По преданию, ангелы закрыли свои глаза крыльями от стыда. Сегодня во дворе монастыря растет оливковое дерево, связанное с этим преданием. Считается, что оно обладает чудотворными свойствами, вылечивает от бесплодия и других болезней тех, кто прикасался к нему и вкушал его плоды. Монастырь святых архангелов остается одним из самых тихих и закрытых мест армянского квартала. В глубине армянского квартала расположен собор святого Иакова, главный духовный центр армянской общины Иерусалима. Он скрыт от городского шума и не открыт для случайных посетителей. Собор посвящен 2 Иаковам: апостолу Иакову, брату Иоанна, и Иакову, брату Иисуса, первому епископу Иерусалима. Четыре колонны в центре собора поддерживают свод. Сквозь него мягкие лучи солнечного света деликатно освещают фрески на стенах. К потолку храма подвешено множество масляных лампад. Они вместе со свечами и дневным светом создают особую атмосферу и ощущение потери времени. Здесь и сегодня совершают богослужения по древнему армянскому обряду. Порядок службы и церковное пение сохраняются веками. Голоса поднимаются под своды и остаются в пространстве дольше слов.
В византийскую эпоху между IV и VII веками на Святой Земле были построены десятки армянских церквей. В 614 году многие из них были разрушены персами-завоевателями. Однако под завалами почти идеально сохранились великолепные мозаичные полы. Сегодня эта изысканная мозаика является центральным элементом музея. На ней сохранилась надпись на армянском языке «В память и спасение армян, имена которых знает Господь». Эта надпись указывает на то, что мозаика украшала пол погребальной капеллы. В этом музее история Армении представлена в виде последовательной экспозиции, оформленной изящным рядом арок. Среди экспонатов выделяется история армянского халата конца XVIII века. В 1799 году армия Наполеона потерпела поражение при Акка, а его раненые солдаты находились под опекой армянского комплекса в Яффа. В знак благодарности Наполеон передал часть своей походной палатки, из которой впоследствии была создана эта одежда. Армянский квартал не открывается сразу. Чтобы его увидеть, нужно время и тишина. Я ухожу отсюда с чувством глубокого удовлетворения. И я понимаю, что захочу сюда вернуться еще раз.